Ребята, всем привет! В общем, сегодня хочу такое видео снять. У меня вот на 99-ке проблема такая. Она карбюраторная, 97-го года выпуска. В принципе, год не важен. Вот. А проблема такая, что при нажатии на газ, резко нажимая на газ, она начинает захлебываться. Прям нажал вот резко, она как будто не то что захлебывается, она как будто сейчас заглохнет, короче. А если, допустим, тихонько нажать газ, да, она набирает, ну, то есть едет. Вот, и при езде это вообще невозможно. То есть нажал газ, бах-бах-бах, дергается туда-сюда. Короче, а когда, допустим, ты едешь и, допустим, на второй уже разогнался, резко на газ прям до пола, короче, жмешь, то она едет. Едет, переключается, ну, такие рывки, короче, сильные рывки. А когда на месте, на холостых она неуверенно стоит, трамблер регулировал, как только не пытался, вакуумник проверил, тоже рабочий. Вакуумник очень проверяется легко, то есть берете вот этот вот патрубок от вакуумника и втягиваете его в себя, короче, языком. Если язык присасывается и держится шланг, значит он у нас работает. Вот. Далее. Сейчас у меня остается одно дело, только снять карбюратор и попробовать прочистить все, что там есть. Вот это тоже прочистить хочу, потому что сюда дуется, отсюда только бензин идет, то есть воздух, то есть отсюда только поступает, с этой что-то не дуется. Вот, попробую прочистить полностью все. Вот эту штуку, знаете, как можно, я думаю, прочистить? Сейчас попробую. У меня есть железная, помните, вот такая вот штучка. Сейчас я ее сниму. Вот, она как раз таки должна туда подойти. Сейчас одну щеточку такую сниму, оторву и попробую ею прочистить дырочку в этой штучке. Вот, в общем, продуваю все, что здесь есть. Вот эти эмульсионные патрубки, или как их называют, трубки. И соберу и посмотрю, есть у меня результат с этого всего. В общем, ребят, может быть, я прав, может не прав. Вот здесь вот посередине вот эти штуки же у нас стоят. Вот они. Я их оттуда вытащил. Немножко такие грязноватые были. Получается, я как понял, это у нас стопорные такие, с одной стороны, стопора. А вот это вот у нас отсюда поступает, может быть, скорее всего, бензин или что, я не знаю, может, воздух. Вот, заметил, смотрите, сами даже приглядитесь, вы заметите, вот это вот у нас полностью чистая, а здесь у нас, видите, уже грязноватая такая. Вот, если взять сейчас там шкурку, нулевку какую-нибудь, я не знаю, да, с очень мелкой такой риской, и немножко ее ровненько вот так вот поширкать, чуть-чуть только поширкать, вот, и в принципе, я думаю, они нормально потом встанут. Я думаю, в принципе, нормально встанут. Вот. Как бы эту процедуру я попробую сделаю, будет получше, думаю. Сейчас вот это все тут, все, что есть, все канаты я продую. Потом все буду, наверное, заново собирать, если опять сейчас что-нибудь не замечу, чтобы вам показать. В общем, ребята, остановился, и не знаю, вот эти вот эмульсионные трубки, кто, ну, какой куда относится. Вот, сейчас покажу я вам. Вот эта вот эмульсионная трубка первой камеры. Видите, она такая намного толще, и отверстие здесь такое с маленькой, все больше и больше и больше. А второй камеры, вот он, немножко потоньше. Здесь такие отверстия все одинаковые. Вот, это второй камера. Как понять сейчас в карбюраторе, что первая камера, какая из них? Вот. Понимать это очень легко. Есть у нас вот такой вот распылитель, да, который стоит вот здесь вот у нас. Видите, первый патрубок идет сюда, а второй патрубок по длине идет сюда. Вот. И вот здесь вот видно. Вот это вот, да, у нас бензин от нее идет сюда. А отсюда у нас идет бензин сюда. Получается, вот это вот, раз к этому идет, значит это первый, а это у нас второй. Вот и все. То есть получается толстый вот этот вот я ставлю сюда, тонкий ставлю сюда. Вот. Ничего как бы сложного нет. А если, допустим, у вас на карбюраторе есть еще вот заслонка, вот здесь вот заслонка есть, здесь ее нет. Вот где есть заслонка, это первая камера, а это вторая камера, где заслонки нету. Ну все легко очень, короче. В общем, ребят,
собрал, да, все на место поставил, и ситуация не изменилась, а еще прибавилось того, что машина стала чихать прям через карбюратор, прям очень сильно чихает. Вот, начал в этом разбираться, думаю, в чем же проблема. Когда я машину полностью очищал, чистил, я нашел, сейчас, фокус, вот, я нашел вот как бы два жиклера лежали у него в кармашке. Вот, видите, два жиклера, они одинаковые, совершенно по дыркам, по всем отверстиям. А начал сюда смотреть, дуть. Думаю, что одно легко дуется, а другое нет. Смотрите, разница какая. В одном отверстие-то мелкое, а в этом очень большое. Может быть, даже и в нем вся и проблема, ребята. Сейчас попробую нормальный жиклер закручу. Заработает нормально или нет, не знаю. Короче, ребята, я что только не пробовал с карбюратором, все равно эти провалы не пропали. Вот, еще раз проверил подсос бензина, нормально ли идет, там все вообще ништяк. Помните, мы меняли мембрану внутри, она новая. Вот, свечи все черные, да черные, сколько раз уже откручивал их, чистил, обратно вставлял. Вот, машинка троит. Сейчас, короче, попробуем, замерим компрессию. Вчера вечером на теплую машину проверил компрессию, вот, в разных ну, короче, во всех цилиндрах по-разному все показал. Сейчас попробуем это все сделаем на холодный двигатель. Начнем с первого цилиндра и так до четвертого. Короче, прежде чем сделать замер, необходимо вытащить все свечи. Но это на карбюраторе я показываю, как снять вот эту вот фишку от электронного зажигания. Далее я снял вот этот вот бронепровод посередине, который раздает, и снял шланг бензина, чтобы он не подсасывал, не кидал бензин. Ну и все, в принципе. Сейчас вкрутил первый цилиндр, обнулял этот манометр, можно так сказать, компрессионметр, как его все по-разному называют. Вот, и нужен человек, чтобы сидел в машине, нажал педаль газа полностью, сильно прям, да, прям в пол, и заводил. И крутить пару секунд, короче, мотор. И смотреть компрессию. Давай, Влад, полный газ, на нейтрале, крути. Все. Ну, вот, как видите, ну, почти 11 первый цилиндр показал. Ребят, на второй цилиндр. Полный газ, заводи. Все. Здесь 10. Так, смотрим, ребят. Третий цилиндр. Газ в пол, заваживай. Все. Здесь уж где-то 8,5 приблизительно. Вот, этот цилиндр третий очень плоховатый, конечно. И последний цилиндр. Давай, заводи. Да. Ну, где-то приблизительно 11. Четвертый цилиндр. Вот. Как-то так. Короче, бензин заправил, завел машину, и машинка, короче, ни хрена не заводится, чихает, ну, заводится, чихает очень сильно. Проблема вообще не решилась. Ладно, решил, короче, снять крышку вот этого трамблера. Вот сейчас с братишкой взяли мультиметр, да, и выставили на 20 килоом. И попробовали, короче, в интернете поискать, как их прозванивать. Если, говорит, однерка, то это очень плохо. Вот смотрите, стоит здесь, и он держит. Однерка на всех бронепроводах, везде однерка показывает. Вот. И видео тоже ребята говорят, что однерка это очень плохо. Вот. Прозвонили вот этот вот проводок, он показывает сопротивление, то есть у него. А все вот эти 4, все однерка, то есть бесконечность, то есть они, получается, дохлые. Сейчас поедем в магазин, купим бронепровода и попробуем с новыми бронепроводами и, ну, заведем, посмотрим, как будет все. Короче, ребят, бронепровода поменяли. У них какая цена еще есть, 450 рублей стоит комплект, да? Вот отрегулировал зажигание, вот так вот, получается, выставил. На этом зажигании сейчас, вот я газую. Все нормально работает.
было из-за бронепроводов вся проблема, ребят. Их мы замерили, их сопротивление сразу показывает 4 с чем-то показывает, 5 вроде бы. Вот. А те бронепровода все в отдерку показывают. То есть эти бронепровода, они все, они мертвые, просто ни о чем. Вот как-то так. Ребят, в общем, хочу я вам сейчас кое-что показать, чтобы вы наглядно и те, кто обожгутся об это тоже, чтобы поняли и знали, как померить. Вот смотрите, обычный мультиметр. Вот, это для тех, кто первый раз на мои видео попадает. Я ставлю на сопротивление 20. Вот. Сейчас. 20 килоом. Беру, это смотрите, когда я в разборе покупал модуль, мне прям вместе с бронепроводами отдали весь комплект, короче. И я их на полку положил, думаю, может когда-нибудь пригодятся, они так и лежат. Вот. И я специально не выкинул бронепровода. Те, которые вот сейчас на девятке здесь, на 99-ке, то есть стояли. Вот я вам сейчас наглядный пример покажу. Смотрите, сейчас я присоединю один щуп сюда. Одной рукой, блин, неудобно. Так вот сейчас. Вот. А один конец. Сейчас, подождите. Вот, смотрите. Красный вы видите в одном конце, вот, смотрите, хоп. А другой вот этот вот конец получается на другом черном щупе. Смотрите, сопротивление показывает у нас один. Ну, то есть, это означает, что у нас бесконечность. То есть, провод убитый вообще в хлам. Чихание вот из-за этого гребаного провода происходит, ребят. Вот давайте еще один продемонстрирую. Вот любой возьмем. Вот два еще здесь лежат. Давайте вот короче возьмем. Сейчас я вытащу вот это немножко сюда. Сейчас, подождите. Вот, смотрите, вытащил. Я вот покажу вам. Вот смотрите, тот, который померили, я его уж сюда закинул. Вот он лежит. Это другой. А тут скажете, тот же самый же меришь. Вот. Один щуп сюда. Другой щуп сейчас. Вот, смотрите. Черный на этом конце. Видите, да? А красный на другом конце. Вот. Вот я ее держу. Видно, да? Смотрите. Сопротивление. Бесконечность. Это говорит о том, что этот провод тоже убитый. В общем, они все 4, ребят, убитые. У всех показывает бесконечность. Вот я сейчас пример на рабочих покажу. Ну, которые реально работают и нормально. Сейчас 5 секунд. Вот, давайте, допустим, возьмем вот этот вот самый длинный. Вот он. Самый первый. Вот сюда я воткну. Тут уже, ребят, так нельзя вытащить вот отсюда, вот, то есть, чтобы она здесь вылезла. Не получается, она цельная так. Вот, там, видите, я воткнул. Сейчас все равно придется согнуть. Сейчас 5 секунд. Вот, смотрите, вот черный здесь. Чтобы наглядный пример, чтобы вы все увидели. Вот, самый крайний. И вот здесь вот я плюс держу. Там я просто воткнул. Хорошо держится. Вот смотрите, показывает 12, 20. Тут 12-20, короче. Вот. И просто я уж время не буду ваше и свое тратить. Я вот эти другие 3 тоже померил. Они тоже показывают свое сопротивление. Так что, ребят, если мотор чихает, и да еще если у вас там, ну, как у меня карбюраторный момент. Ну, карбюратор, видите, уже, в принципе, их не осталось. Ну, конечно, ребят, карбюраторных осталось очень-очень мало. Просто вот так вот я решил взять карбюраторную машинку и, ну, как бы в ней понять что-то, да, что и как, да. И просто мне интересно просто было взять ее и попробовать продать. Вот, в принципе, вот такая вот ситуация, если двигатель начнет чихать, троить. Вот, могут быть бронепровода. Я сам, ребят, не ожидал, что из-за бронепроводов такая вот ситуация может произойти. Вот, как бы вот этот вот карбюратор, я с ним замучился, сколько раз я его оттуда доставал, сколько раз перебирал. Это, блин, полный пипец, он там, да, он внутри чистый. Вот, смотрите, еще я не знал еще одного. Вот здесь вот есть, видите, да, электромагнитный клапан. Этот электромагнитный клапан, там есть у него игла. В эту иглу суется, короче, вставляется эжиклер. Вот. И
с помощью этого, короче, двигатель, короче, реально нормально, чистенько так работает. А я этого не знал, его там не было. Спрашивал у людей, люди говорили, что типа жиклера не должно быть, просто игла должна быть там. Вот, в принципе, вот из-за этого как бы у меня ремонт так продлился надолго. Съездил, короче, дядьке. Дядька говорит, здесь жиклер должен стоять. И, в принципе, этот жиклер он поставил, установил свой электромагнитный клапан. И машина прям как часики заработали. Ну, тише стала работать. То есть, в основном вся проблема была, ребята, в бронепроводах. Бронепровода купили, вообще по-другому двигатель стал работать. Вот. Так что знаете такую штуку. Короче, еще, ребят, ситуация была такая, да. У меня не работали аварийки. Я разобрал блок предохранителей. В этой машине уже стоит блок предохранителей более новой модельки такой. То есть с обычными вот такими предохранителями. Вот они. А были такие раньше, помните, такие продолговатые, беспонтовые. Вот. И, короче, у меня не работали ни аварийки, ни поворотники, ни сзади стопаки, помните, ничего не работало. Вот, я там перепаял 2 диода, они были лопнуты, прям видно было четко, они были пробиты. Я более-менее подобрал по похожим характеристикам, вот, и поставил, то есть заварил и запаял, то есть, и все нормально. А теперь стопаки, все работает, короче. Вот. Задние противотуманные огни тоже включаются. Ну, короче, все ништяк. Далее, ребят, включаю аварийный знак, и смысла нету, короче. То есть ничего нигде не горит. Ну, я взял, короче, релюшку, посмотрел, все релюшки прозвонил, все посмотрел, все вообще работает. То есть проблем релюшек не было никаких. Далее, слышал, что в кнопке может быть проблема самой, вот аварийной, вот то, что мы нажимаем, да. То есть, ребята, вот с самой вот этой кнопки, говорит, может быть проблема. Ну, я что, взял его, короче, вытащил, полностью разобрал, там контакты все почистил, там один контакт был загнут немножко, я его почистил, все, нормально собрал, нажимаю, короче, смотрите, все заработало, все работает, все ништяк. Вот, далее думаю, дай-ка попробую проверить поворотники. Поворачиваю ключ. Ничего не включается. Не включается. Думаю, что за фигня? И не работает, короче. Если релюшка щелкает, все работает, да. Поворотники, то есть все лампочки горят, моргают. В чем же может быть проблема? Думаю, дай-ка попробую сделать так. Сижу такой, просто тупо раз, так поставил и на эту кнопку нажал. Сейчас. Видите, да? Сейчас. Я на кнопку нажимаю не сильно и не до конца, просто чуть-чуть принажимаю, смотрите. Сейчас, еще раз. Вот. Правый поворотник заморгал. Включу сейчас левый. Короче, ребят, ну, работает, я вам говорю, просто одной рукой камеру приходится держать. Вот. Получается, вся, ребята, причина вот в этой кнопке. Эту кнопку под замену надо обязательно заменить, и все поворотники будут работать. Это 100%, я вам говорю, что вся проблема была вот в этой кнопочке. В общем, как-то так. Ну, вот такое вот, ребята, видео было. Обязательно, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте, как всегда, лайки, комментируйте обязательно. Всем до встречи, ребята, всем пока.